приступаем к набивке головы. Голову я набиваю вот такими мелкими опилками. И если тело и лапы можно набивать и другим наполнителем, то голову я советую набивать все-таки опилками. Потому что опилки, они позволят придать именно ту форму, которую я задумывала, когда строила эту выкройку. Опилки достаточно пластичны. И если задать объем в каком-то месте, то он так и останется. Они не будут внутри перемещаться, как, допустим, с другими наполнителями. Мне понадобятся разные палочки, чтобы утрамбовывать опилки внутри головы. И 2 пинцета. Сначала просто насыпаем опилки в голову. Они там сами пока распределяются. Вон голова уже приобрела форму. Она такая стала более округлая. Вот здесь еще плоский затылок. Сейчас сюда добавлю. Вот так уже лучше. Итак, голова уже округлая. Она еще недостаточно набита. Вот смотрите, видите, я могу легко смять ее пальцами. Я просто как бы придала ей форму. Сейчас я начну прорабатывать вот эту часть. Я приподниму макушку, потому что сейчас она совсем плоская. Добавлять буду опилки вот в эту часть. Это вот лоб. И дальше буду спускаться уже ниже. Когда здесь будет плотно набито, перейду вот сюда, где будет нос, подбородок. И вот здесь тоже все плотно проработаю. Для начала я палочкой вот так вот подниму здесь и придам ту форму, которую я хочу, чтобы потом сохранилась. Там сейчас образовалось пустое пространство, и я сразу же заполняю его опилками.
теперь я хочу вот эту часть наполнить. Также я сейчас палочкой придам форму. Вот, совсем другие очертания уже. И сейчас заполню пустоту, которая там образовалась. И сейчас мне нужно будет вот здесь проработать. Также палочкой вот так я ткань вытяну. И теперь перехожу к вот этой части. Вот здесь тоже нужно хорошо вот так вперед вытянуть ткань. Вот найти место, где нос. Там маленькие выточки были. И вот так прям все это вперед вот так вытянуть. Вот это место, где переносится, я придерживаю пальцем. Там мне объем не нужен. И набиваю только вот эту вот часть, где нос и вот эти вот как щечки. И вот эти вот места. Так, вот уже вот здесь хороший получился изгиб. Уже сформировалась вот эта вот часть мордочки. Сейчас нужно будет поработать над подбородком, потому что вот здесь вот видно, что тоже вот прям хорошо выступает. Вот эту вот часть сейчас нужно плотно набить, а потом уже утяжкой я добьюсь вот такого вот красивого изгиба. Вот такой вот широкой палочкой я уже утрамбовываю опилки внутри,
чтобы они там спрессовались и не высыпались обратно. И вот видно, да, какая там получилась яма, хотя опилки подходили уже сюда. И вот после того, как я их вот так вот трамбовала, там вон сколько места освободилось. Нужно еще добавить все-таки сюда объема. И не весь ворс я вытащила. Сейчас как раз это видно хорошо. Чтобы было лучше видно, насколько симметрично я набила вот эту вот часть мордочки, я сейчас смочу щетку и вот так немного здесь все причешу. И тогда мне будет лучше видно, достаточно ли я набила и симметрично ли у меня получилось. У меня есть вот такая щетка. Можно взять обычную зубную щетку. Я немного сбрызну ее водой. И вот так пройдусь по ворсу. Во-первых, так я его уложу уже сразу на голове, и мне будет видно качество моей набивки. И вот сразу я вижу, что вот эта сторона набита лучше, а вот эту нужно еще доделать. Вот уже появился подбородок, его видно. Я даже, наверное, сейчас еще сюда добавлю, потому что когда буду утягивать, он просядет. Поэтому нужно здесь плотно набить. Вот сюда нужно в эту щеку добавить. И вот здесь нужно вот так, чтобы было вытянуто. И вот в эту часть сейчас тоже добавлю. В процессе набивки проверяйте, чтобы вот эта линия, которая идет посередине лицевой части, совпадала с линией середины затылочной части. И боковые линии тоже вот они шли одинаково, чтобы не было перекоса. Вот если я палочкой могу там еще продавливать, то значит надо еще набить. Значит, набивка еще недостаточно плотная. Проверяю симметричность. Вот сюда еще добавлю.
Все, щеки хорошо набиты. Эта часть хорошо набита. Лоб тоже хорошо. Может быть, чуть-чуть приподниму макушку еще. Так, и проверяю вот эту часть. Вот добавлю сейчас сюда и уже окончательно заполню вот это вот отверстие и подготовлю его под клапан. Я сейчас отмечу, где у меня вот не зашитое. Вот здесь. Так. Примеряю диск. Диск у меня 18 миллиметров. Прикладываю. Смотрю, чтобы вот середина с лицевой части линия приходила ровно в середину. Затылочная часть тоже приходила в середину. И боковые части, боковые линии тоже сходились в середине. Все хорошо. Сейчас я выкрою клапан, приложу его и посмотрю, может быть, нужно будет еще добавить опилок. Клапан я выкраиваю тоже из белой вискозы. Располагаю диск так, чтобы у меня был запас по ткани. Проклеиваем. Пришивать диск я буду вот такой вощеной нитью. Она крепкая, и когда я буду затягивать сильно нитку, то она не порвется. Эта нить состоит из 3. Надо вот так аккуратно разделить. Клей подсох. Сейчас я с запасом вырежу. Запас должен быть такой, чтобы когда я оборачивала диск, вот он, вот чтобы ткань закрывала диск где-то вот так. Вот этот диск, отверстие в этом диске маловато для этого шплинта, поэтому сейчас я его немного расширю. Там можно сделать вот таким ножом
как у меня, это макетный нож или обычным ножом. Прошиваю по кругу крупными стежками. Готов мой клапан. Я сейчас приложу, примерю. Он хорошо сюда становится. Но шплинт, вот если я нажму, то он провалится внутрь. Поэтому мне нужно будет сейчас добавить сюда опилок. Видите, насколько глубоко опилки ушли? Нужно еще добавлять. Так, думаю, этого достаточно. Снова примеряю. Уже не проваливается шплинт. Хорошо упирается в опилки. Так что сейчас я буду пришивать клапан. Клапан я пришиваю таким образом. Я захватываю ткань на голове, делаю стежок и потом захватываю ткань уже на клапане. Причем я захватываю в том месте, где идет верхнее ребро. И подтягиваю. И так по всему кругу. Когда я пришиваю клапан, я 2 раза прохожусь по всему кругу для надежности. Я все прошила. Теперь я аккуратно под тканью иголку выведу к середине, где шплинт. И здесь просто несколько раз пройдусь
и потом нитку обрежу. Это место потом прикроется телом, и вот этих всех стежков видно не будет. Вычесываю весь ворс из швов. И если где-то еще остались опилки, тоже сейчас все это уберу. Я сейчас еще раз влажной щеткой пройдусь, чтобы было видно, какой формы должна получиться голова. Она еще не утянута, но уже все необходимые объемы на ней видны. Вот смотрите, что обязательно должно быть. Вот эта впадина должна получиться. Потом при утяжке она углубится. Вот эта вот линия лба должна быть такая выпуклая. Вот это место тоже должно быть таким вот выпуклым и очень плотным. И должны быть вот эти вот щеки. То есть голова, она такая вот круглая, она не вытянутая. Набиваю я очень плотно, прям вот в камень. И при нажатии, вот просто пальцами, я особо не продавлю. Очень плотная набивка. Это очень важно. Вообще вот как набили голову, так потом пойдет все оформление. Поэтому лучше вот не торопиться. Может быть, даже в несколько этапов набивать, если трудно с первого раза. Но вот прям в набивке нужно уделить много внимания. Все, теперь нужно будет утянуть. Утягивать я буду тоже вот этой вот ниткой вощеной. И покажу, где буду утягивать. Во-первых, это рот. Нужно отметить середину и крайние точки. Вот. Какие точки я отмечаю? Я отмечаю вот эту точку на ткани сейчас и вот эти две точки. То есть вот это место, вот это место. Вот. Теперь вот здесь видно, где была выточка, где глаза. Вот на это место я буду сейчас примерять глазки. Так. Чуть-чуть. Так. И можно сразу наметить, где будет нос. Вот так будет нос. Разметила я. И сейчас вот в этом месте, где вот подбородок, я хочу немножко выщипать ворс, потому что я буду вот здесь утягивать, и может потом вот так топорщиться. То есть прям вот где сам шов, не нужно сильно далеко уходить вниз,
только вот где шов, немножко выщипать с детали подбородка. Если плохо выщипывается, то можно там срезать близко к шву. У меня вроде хорошо выщипывается. И вот по линии рта просто пройтись. Это чтобы потом аккуратнее выглядело. И с другой стороны тоже так сделаю.